Так, сегодня я расскажу про жизнь в Грузии. Я здесь уже 3 года. Хочу рассказать про минусы и плюсы жизни в Грузии. Изначально я собиралась жить в Батуми, но обстоятельства так вышли, что я живу в Грузии. Что я живу в Грузии. Обстоятельства так вышли, что я живу в Тбилиси, и я очень этому рада. Я на самом деле рада, что так вышло. Я очень долго хотела переехать в Грузию, в Батуми. Уже искала себе жилье, смотрела что да как, что там в Батуми. Но я уже 3 года в Тбилиси, и это просто прекрасно. Я обожаю Тбилиси. Это очень красивый город. Очень красивый. Я просто... Как только я въехала в Тбилиси, я удивилась, насколько это красивый город. Сразу же начала сравнивать с Петербургом. И моя единственная мысль это, что Тбилиси на самом деле похож на Питер, только красивее. Я не знаю, почему и как, но вот так вот. Итак, перейдем к плюсам и минусам. Я даже сделала небольшой план, написала небольшой план о плюсах и минусах. Давайте посмотрим, что у нас здесь. На самом деле минусов вышло меньше, чем плюсов. И я думаю, что начнем с них, потому что как только я прибыла в Тбилиси, изначально, если не обращать внимания на красоту Тбилиси, я столкнулась с некоторыми минусами. Например, как только я прилетела, сразу же в аэропорту я столкнулась с обманом. Не в аэропорту, а как только вышла, конечно же, такси. Таксист вместо 20 лари взял с меня 200. А я на тот момент была такая уставшая, что я даже не стала считать, сколько это вообще, адекватная эта цена или нет. Так что да, здесь можно легко столкнуться с обманом именно в аэропорту и с таксистами. Некоторые таксисты очень уверены в своей правоте. Однажды, кстати, я столкнулась с таксистом, который припарковался около забора, и когда я открыла дверь, она немножко как бы задела забор, и после этого он хотел, чтобы я заплатила за покраску двери, хотя там вся машина была покоцанная. Ну, anyway, в общем, будьте осторожны с таксистами. Где еще можно столкнуться с обманом? С обманом можно столкнуться в магазинах. В тех магазинах, где нет вывески с ценниками. И на самом деле вчера я столкнулась с таким обманом, что даже где были ценники, мне пробили другую стоимость, потому что, как сказал продавец, это было в магазине одежды, продавец сказал, что это просто люди отковыривают другие ценники, приклеивают их на другие вещи, чтобы таким образом купить вещь подешевле. Так что да, если это какие-то маленькие магазинчики, например, овощные, да, фруктовые, тоже можно столкнуться с тем, что, возможно, цена будет выше. Особенно если эти магазины около метро. Достаточно распространена там такая тема. Например, вот около моего дома есть магазинчик небольшой с фруктами и овощами. Там я покупаю, например, если там цена за что-либо, там, не знаю, за персики, да, например, там 5 лари, то около метро в таком магазинчике вам могут сказать цену 15 или 20 лари за килограмм, да. То есть цена может быть в несколько раз выше. И это не окей, но такое есть, так что будьте внимательны. Идем дальше. Мусор. Что касается мусора. В общем, люди здесь не то чтобы чистоплотные. Курящие на улице люди, там, где покурили, там и бросили бычок. Это везде, по всему Тбилиси, мне кажется. Редко, когда увидишь, чтобы человек выбросил бычок в урну. То есть они здесь особо не парятся. И также, если выехать куда-нибудь за город, если это какое-то популярное место
для отдыха, то, скорее всего, там будет грязно. Если это, конечно, не какая-то платная территория, то да, люди здесь не особо убираются. То есть в Питере, наверное, в этом плане почище. Здесь, конечно, есть уборщики. И они, конечно, убирают мусор, но если просто обращать внимание на людей, они особо не выбрасывают мусор куда нужно. Итак, идем дальше. Отключение воды. Сегодня у нас выключили воду в час дня, и ее не будет до завтрашнего 7 утра. Вот так вот. Воду здесь отключают достаточно часто. Это зависит от района Тбилиси. Некоторые районы отключают чаще, некоторые реже. Если ведутся какие-то работы на райончике, то да, воду, скорее всего, будут отключать часто. Поэтому здесь в каждой квартире вот эти 5-литровые, 3-литровые банки с водой. И если у вас есть вода, вы просто наполняете эти банки и пользуетесь этой водой во время отключения воды. Плюс в том, что вода из крана чистая, можно пить воду прямо из-под крана. То есть это нормальная практика. За 3 года я пила воду, ничего нового у меня не отросло. Ну, ни новая рука, ни новая нога. Вода достаточно вкусная. Я пью воду из-под крана и все прекрасно. Идем дальше. Кстати, насчет отключения. Здесь такая тема, что если вы вовремя не оплачиваете КУ, например, там за свет, за электричество, то, например, вот вам вчера надо было оплатить, вы не оплатили, сегодня вы останетесь без электричества. Это можно отнести как к плюсам, так и к минусам, потому что, у меня была такая ситуация на прошлой квартире, когда там поменялись какие-то условия об оплате, то есть там было разделение света и воды, там что-то такое, намутили. Мы в итоге не оплатили, и на весь день отключили свет. У меня даже есть видос, где я сижу в темноте, пытаюсь приготовить себе покушать. Но не суть. Если платить все вовремя, то все будет хорошо. Я считаю, что это плюс, потому что у людей не копятся какие-то долги. И для людей, мне кажется, это даже лучше. Я за отключение. Так, идем дальше. Землетрясение. Я здесь испытала землетрясение в первый год своей жизни в Тбилиси. Это было страшно. Я жила еще на 11 этаже. И я не знаю, как люди здесь живут на высоких этажах. Вот я жила на 11 этаже, и когда началось землетрясение, я просто офигела. Я подумала, что я схожу с ума или что происходит. Стены начали шататься, все вокруг двигается. Я почувствовала, как будто бы я не в доме, а в какой-то картонной коробочке, которая вот-вот просто развалится. Но все закончилось хорошо. Всем привет! У нас тут землетрясение. И я в первый раз почувствовала такое сильное землетрясение, что аж дом зашатался. Я думала, у меня крыша поехала, честно говоря. Что-то стрёмненько чуть-чуть. Ну вот такие землетрясения здесь на самом деле не так часто, именно в Тбилиси. Поэтому в целом можно привыкнуть. Если вы на каких-нибудь низких этажах, мне кажется, не так страшно, не так сильно чувствуется. Недавно здесь, кстати, ночью было, по-моему, не сильное землетрясение. Кто-то там просыпался даже, что-то чувствую. Я вообще даже не проснулась. Есть интересная особенность. Когда я жила в квартире, где подъезд был открытый, не закрывался на код, то есть там стоял код, но он был сломан, поэтому дверь в наш подъезд была открыта. И периодически, мне кажется, раз в неделю приходили бабульки различные и просили деньги. То есть такие вот попрошайки могут ходить по открытым подъездам, просто вот они поднимаются на верхний этаж и вот так вот ходят, в общем, в каждой квартире просят денег. Такие дела, поэтому если у вас какой-то старый дом, то
ожидайте таких вот гостей. Ту-ту-ру-ту-ту, платные лифты. Да, здесь, наверное, все лифты, если это не какое-то новое здание, либо отремонтированное здание, лифты платные, стоят 5 копеек, 5 тетри. Не очень круто, потому что это постоянно нужно разменивать вот эту мелочь. Я когда жила на каком-то там 8 этаже, что ли, постоянно вот проблемы обменять вот эту вот мелочь, где-то найти эти 5 тетри. И если у вас старый лифт, то периодически он может не работать. Например, наш лифт периодически ломался, он застревал на одном этаже и никуда не ездил. То есть периодически на 8 этаж мне приходилось ходить пешком, что тоже не очень круто. На 8 и на 11, да, когда я жила в первой квартире. На 11 этаж я периодически ходила пешком. Прикольно, но не очень. Сейчас я живу в доме отремонтированном. Здесь и закрытая дверь, и есть лифт. Я, кстати, не знаю вообще, как он выглядит. Выглядит он достаточно круто снаружи. Мне говорили, что внутри он тоже шикарный. Но я даже не дошла до него, не посмотрела, что там, потому что я живу на 3 этаже. И я хожу пешком. И очень этому рада. Текс. Тут нет Wildberries, нет Озона. Я когда только вот приехала, я очень скучала по Wildberries, по Озону, где ты можешь что угодно заказать, тебе привезут, там любую одежду, да, вот это вот все. Вообще все, что хочешь, можешь найти на Wildberries. Тут этого нет. Тут можно, по-моему, сейчас как-то заказывать через посредников, бла-бла-бла. Если это сделать напрямую через Wildberries, то доставка может стоить, там, не знаю, несколько тысяч рублей, что может быть даже дороже, чем что вы заказываете. Поэтому, не знаю, сейчас мне, в принципе, все равно. Я заказывала несколько там вещей на Амазоне. Тут есть сервис USA to Georgia, и вы можете заказать тоже там через посредников. В общем, вам все довозят без проблем. Здесь еще дорогая техника достаточно. Мне кажется, в целом цены практически как в России на технику, но если сравнивать просто, например, техника в Грузии и все остальное в Грузии, техника достаточно дорогая. То есть тут нет такого, что все в Грузии дешево, в том числе техника. Нет, техника здесь дорогая. Возможно, даже дороже, чем в России. Я уже, честно говоря, не знаю. Первое время, когда я смотрела, было немножко подешевле. Что-то дешевле, что-то столько же. Мне кажется, цены примерно одни и те же. Не то, чтобы они тут прям заоблачные, но вот так вот. Здесь есть налог на ввоз техники, там какой-то 20, что ли, процентов. Что-то такое. Короче, да, технику здесь. Многие ездят в Турцию. Здесь Турция близко, можно в целом доехать в Турцию, купить что-то. В общем, из минусов это все. Ребят, видео получилось очень длинное, на 40 минут. Поэтому я решила его разделить на 2 части. Эта часть была, либо будет про минусы. Следующая будет про плюсы, только про плюсы жизни в Тбилиси. Поэтому переходим дальше и смотрим. Спасибо, что смотрите настолько длиннющие видосы. Надеюсь, что вам не скучно. Всех люблю, целую.